Если ты каждый январь думаешь, в этот раз точно начну правильно, а уже через неделю ловишь тревогу и усталость, это не ты слабый. Это 3 системные ошибки, которые ломают старт года у чувствительных, думающих людей. Ошибка номер 1 – идеальный список целей. Почему списки целей так часто работают против тебя? Потому что мозг ненавидит ультиматумы. С 2026-го я другой человек. Для него это не мотивация, это угроза. Для тревожного мозга это звучит так. Еще один шанс облажаться красиво и по-крупному. Мозг не инфлюенсер, он древний, тревожный и подозрительный. И дальше начинается классика. Мы пишем список на год, как ТЗ для робота, а живем с нервной системой котенка. Встаю в 6, хожу на фитнес, перехожу на ПП, прорабатываю отношения, зарабатываю миллион, переезжаю, учу английский и IT и веду об этом всем блог. Скажи честно, вот так выглядит твой список, да? Для тревожного мозга это не мотивация, это лист приговора. Что происходит? Ты держишь в голове 12 направлений, начинаешь с жесткого рывка. Через неделю нервная система такая: брат, я выхожу из чата. Это не лень, это перегрев. И вот ты уже лежишь, лист цели смотрит на тебя, и внутри включается старое доброе: ну все, я опять все просрал. Что делаем вместо этого? Для тревожного лучше работает 1-2 фокус на месяц, а не 20 на год. Не я стану идеальной версией себя, а в январе я учусь высыпаться или разбираюсь с питанием. 1 месяц, 1 фокус. Все остальное – бонус. И вот здесь обычно возникает следующая ловушка. Ошибка номер 2. Бессрочная ненависть к себе в прошлом. Почему в начале года так и тянет разнести себя по фактам? Потому что тревожные умеют делать это лучше любого хейтера. Включается режим «ну давай посмотрим, где ты был недостаточно хорош». За одну ночь мы можем вспомнить все свои ошибки с 2015-го и даже пару новых, которых не было. Но есть проблема. Мозг не меняется под кнутом, он меняется, когда чувствует безопасность. Если каждый старт года – это внутренний суд без адвоката, не удивляйся, что в январе у тебя нет сил ни на рост, ни на себя. Мини-сдвиг. Вместо вопроса «чем я недоволен?» попробуй задать другой: что у меня уже есть? Даже если год был тяжелый, ты вынес из него опыт. Это не мусор, это капитал. А теперь момент, который почти никто не учитывает. Ошибка номер 3. Слушать слишком много советов. Почему после мотивационных видео, подкастов действовать еще сложнее? Потому что ты перегружаешь мозг чужими стратегиями, пытаясь одновременно жить по 10 разным системам. Потому что тревожный мозг плохо фильтрует советы. Он не выбирает. Он пытается применить все и сразу. Потом просто уходит в перегруз и выключается. Решение – остановиться, выбрать один источник и одно правило, которое реально можно попробовать в жизни, а не просто сохранить в заметках. Если ты тревожный, тебе нужен не идеальный год, а нужен чуть более бережный, чем предыдущий. Не пытайся стать удобным для всех, стань удобным хотя бы для самого себя. Если откликнулось, оставайся здесь. Я тоже не вписываюсь в шаблоны. И этот канал — место, где такие головы, как наши, перестают чувствовать себя неправильно.